Кого, кроме Путина, ищет Международный уголовный суд? Франция закрепляет право на аборт в Конституции, а биткоин преодолевает максимум. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. В чем подозреваются российские командующие и почему только двое? Список будет расширяться, потому что есть масса подтвержденных фактов нарушений международного законодательства. Польша и Литва готовы к противостоянию с Россией на море и на суше. Это и демонстрация нашей готовности перебросить союзные силы Запада на восток в ответ на любое нападение на страны НАТО в нашей части Европы. Украинский парламент устроил себе выходные. Правда, кто-то называет это парламентским кризисом. Фактически, Рада не будет заседать месяц. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, нужно оставлять комментарии и нужно подписываться на наши каналы. Поехали. Международный уголовный суд выдал несколько ордеров для российских военачальников. Ордеры на арест выписаны для командующих дальней авиации России, это Сергей Кобылаш, и Черноморского флота Российской Федерации Виктор Соколов. Их подозревают в совершении военных преступлений, которые заключаются в совершении нападений на гражданские объекты, причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или вреда гражданским объектам, а также в преступлении против человечности, заключающемся в совершении антигуманных действий. Так, по крайней мере, пишет суд. Почему только эти двое и почему Международный уголовный суд так зачастил с ордерами для россиян, мы поговорили с экспертом. Непосредственные исполнители тут такое вот, знаете, кто исполняет приказы на оперативном уровне. Я думаю, что до тех тоже дойдут. Смотрите, ордера-то могут появляться, могут и не появляться. Это, в принципе, не имеет отношения к реальному исполнению. Будут ли россияне выдавать этих людей? Скорее всего, нет. Поэтому имели ли возможность эти люди выезжать за рубеж? Скорее всего, и так не имели возможности. Это такая вот формальность, которая, показывает, те, кто несут ответственность за военные преступления, они должны нести ответственность. Но найдет ли это способ реального воплощения в жизнь, пока большой вопрос. Суд полагает, что командующие дальней авиации России и Черноморского флота несут персональную ответственность, а также ответственность за действия своих подчиненных. Список будет расширяться, потому что есть масса подтвержденных фактов нарушений международного законодательства и в преступной деятельности, военных преступлений против человечности и людей на территории Украины. И эти командующие, которые отдают соответствующие приказы, полностью подпадают под действие Международного криминального суда. Поэтому это хорошее решение, но останавливаться не стоит. Есть масса преступников, которые принимают решения, подписывают соответствующие документы и отдают приказы. И я думаю, что в их состав также входит и начальник штаба Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации, и министр обороны Российской Федерации. Макрон призывает своих коллег не быть трусами и проявлять больше активности. Также он заявил, что Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов. А это 3-5 миллиардов евро в год. Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом. Мы никогда не хотим видеть трагедии, которые происходят. Мы никогда не хотим видеть, что поставлено на карту. И я верю, что наши две страны осознают, что происходит в Европе, что война вернулась на нашу землю, что силы, ставшие неудержимыми с каждым днем, увеличивают угрозу, все больше нападая на нас. И мы должны будем соответствовать истории и мужеству, которое она предполагает. Во время своего визита в Прагу Макрон также обсудил планы чешского президента на 800 тысяч боеприпасов. Все это при поддержке Канады, Дании и других стран. И о финансировании быстрой закупки этих боеприпасов в третьих странах и для отправки их в Украину. Украинский парламент отменил заседание до конца недели. Депутаты говорят о парламентском кризисе.
Но оппозиция обвиняет правящую коалицию в отмене заседаний. А представители правящей коалиции говорят о том, что депутаты требуют отменить запрет на выезд за границу, и только тогда будут продолжать голосовать. Сегодня коалиция отменяет 3 дня голосования. Фактически, Рада не будет заседать месяц. На повестке дня должны были быть важные социальные и образовательные вопросы, как и законопроект о мобилизации, к которому Рада приготовила несколько тысяч поправок. Франция стала первой страной, закрепившей право на аборт в Конституции. Президент страны назвал решение национальной гордостью и сигналом всему миру. Опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей страны поддерживают поправку в Конституцию. Мы празднуем историческую победу. Наш голос – это обещание, данное будущему. Никогда нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам не придется переживать те мучения, которые выпали на их долю. Наше голосование – это также обещание всем женщинам во всем мире, которые борются за право распоряжаться своим телом в Аргентине, в США, в Андорре, в Италии, в Венгрии, в Польше. Как эхо, сегодняшнее голосование говорит им, что их борьба – это наша борьба, а эта победа – их победа. За внесение права на аборт в Конституцию проголосовало 780 парламентариев, а против всего 72. Подполковник армии США в отставке разглашал секретную информацию на сайте знакомств. Работал гражданским сотрудником ВВС США при стратегическом командовании страны. Якобы общался с якобы украинкой, которой посылал секретные документы Пентагона о войне России в Украине. На лиц, имеющих доступ к сверхсекретной информации, возложены определенные обязанности. Обвинения против господина Слейтера ставят вопрос о том, предал ли он эти обязанности. Переписка довольно странная. Вот, к примеру, несколько сообщений. Дэйв, замечательно, что ты первым получаешь информацию о конкретной стране. Надеюсь, ты мне сразу расскажешь? Ты мой секретный агент. С любовью. Дорогой, а что показывают на экранах в специальной комнате? Это очень интересно. Может быть, он действительно не знал о том, что так нельзя делать, но теперь 63-летнему подполковнику грозит до 10 лет лишения свободы, если это разглашение было преднамеренным. Самые серьезные угрозы безопасности исходят из России. На этом сошлись президенты Польши и Литвы и проговорили несколько вопросов общей безопасности. Решили, что готовы к отражению любой беды с Востока. Это серьезное испытание для солдат, но в то же время это и отличная подготовка. Это и демонстрация нашей готовности перебросить союзные силы Запада на Восток в ответ на любое нападение на страны НАТО в нашей части Европы. Это огромные маневры, оборонительные маневры. Конечно, поскольку такова природа Североатлантического альянса, это ответ на вызовы сегодняшнего времени, когда продолжится российская агрессия против Украины. Известно, что сегодня наибольшая угроза исходит из этого направления. Это также ответ на любое возможное нападение на страны Балтии и на любое возможное нападение на Польшу. Важные зоны для обороны и сотрудничества президенты видят Балтийское море, в котором, к слову, сейчас проходят учения НАТО. Наш сосед уже несет значительную долю ответственности за коллективную безопасность в Балтийском море. Я могу упомянуть польскую миссию воздушной полиции и учения, которые мы совместно организуем на нашей территории. И я уверен, что мы продолжим укреплять это стратегическое партнерство, вводя его в новые сферы. И в качестве одной из таких областей я бы хотел упомянуть наше сотрудничество в области оборонной промышленности, в реализации совместных проектов, которые важны для расширения возможностей нашей оборонной промышленности. Готовы ли действительно страны к противостоянию с Россией и будет ли это противостояние в принципе? Поговорили об этом с экспертом. Ну, слушайте, это проверить только можно на практике будет, потому что любой план, знаете, есть такое выражение Майка Тайсона, любой план хорош до того времени, пока ты не получил по морде. Вот, как бы, ты же не знаешь, как оно будет, как и в военном искусстве тоже. Почему искусство? Потому что ты не знаешь, как оно будет работать на практике. Если там готовность, ну, скорее всего, есть, особенно у Польши. Есть ли понимание у россиян, что поляки или литовцы готовятся? Есть.
Тут вопрос, есть ли у кого больше боевой опыт? Очевидно, что у россиян. У кого больше опыт применения новых способов войны? Очевидно, у россиян. Вот. А что будет, если вот россияне поставили вот этот комплекс «Красуха», который сейчас подавляет GPS в Балтийском море, в Литве и Польше, да? А что будет, если он будет работать, а если их будет несколько? Ну и много вопросов, поэтому тут все только на практике можно будет увидеть, как там все готово. Биткоин бьет рекорды. На момент записи видео цена главной криптовалюты преодолела свой исторический максимум и взяла отметку в 69 350 долларов за один. Предыдущий максимум был установлен в 2021 году, и там он приближался, но не смог преодолеть отметку в 69 тысяч долларов. Биткоин – это, безусловно, самая большая криптовалюта, самая старая, самая устоявшаяся. Если люди настроены оптимистично по отношению к биткоину, я думаю, что это также оптимистично по отношению к более широким классам активов. Так что, безусловно, я ожидаю, что все эти позитивные настроения перетекут в остальные криптовалюты. Один из главных катализаторов – это то, что центральные банки перестанут покупать биткоин и будут держать его как часть своих валютных резервов, так же, как они делают это с золотом сегодня. Сегодня у нас нет ни одного центрального банка, который признался бы, что владеет биткоином. Но я думаю, что в ближайший год-два центральные банки по всему миру примут такое решение, как и в случае с золотом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно для того, чтобы нас становилось больше. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.